Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую маленькую красивую салфетку по описанию Патрисии Кристоферсон. Давайте рассмотрим ее поближе. Очень интересная салфетка. У нее простая середина, но мне понравился вот этот элемент. Вот такие двойные объемные лепесточки. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Интересная кайма у нее. Необычный вот этот рисунок. Я думаю, что я применю его когда-нибудь и в других своих салфетках. Вязать ее очень интересно, эту салфеточку. Размер ее у меня получился 12 сантиметров. Но я еще ее не ставила на блокировку. Она, конечно же, еще немножечко растянется. Но мне и так нравится ее внешний вид, и поэтому не знаю, буду делать блокировку или нет. Схема состоит из 13 рядов. Вязать просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такая салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Вязать эту салфетку я буду из ниток Анна 16. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. Цвет использую 294. Очень приятный оттенок крем-брюле. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И теперь в кольцо хвостик мы будем сразу обвязывать. Провязываем 23 столбика с накидом. Итак, сделали накид, вставляем крючок в колечко. Не забываем обвязывать хвостик и провязываем 23 столбика. Итого у нас получится 24 столбика с накидом, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Подходим к концу ряда, провязали последний 24 столбик с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Хвостик можно отрезать. Мы его обвязали, и он уже никуда не денется. И он нас не будет отвлекать. Так, вяжем второй ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Это первая ножка сплита. Накид. В следующий столбик вставляем крючок и провязываем столбик с накидом, но не до конца. Провязали 1 накид, 2 петли на крючке. Накид. И в следующий столбик, в 3-й, вяжем 3-ю ножку сплита. 3 петли закрываем. Выполнили начальный сплит из 3 столбиков с 1 накидом. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. И снова вяжем сплит из 3 столбиков с накидом. Первую ножку вяжем в тот же столбик, куда вязали последнюю ножку предыдущего сплита. Закрыли накид. Накид. Вторую ножку в следующий столбик. Закрыли накид. Накид. И 3-ю ножку в следующий столбик. 4 петли на крючке, закрываем. Сплит готов. Его еще называют убавкой или сложный столбик из 3 столбиков с общей вершиной. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. И снова вяжем сплит. Первую ножку в тот же столбик, вторую в следующий и 3-ю ножку в следующий столбик. Все, продолжаем вязать между сплитами арки из 4 воздушных. В конце ряда встретимся и вместе провяжем последний сплит.
Итак, нам осталось провязать последний сплит. Сделали 4 воздушные петли арку. Вяжем первую ножку в тот же столбик, куда последнюю ножку предыдущего, накид. Средняя ножка в следующий столбик, закрыли накид, накид. И третья ножка в тот же столбик, откуда у нас выходила цепочка из 2 воздушных петель. Первая ножка начального сплита. 4 петли закрываем. Далее 4 воздушные петли арка, 1, 2, 3, 4 и соединяем вершину начального сплита. Вот что у нас получается. Второй ряд у нас готов. У нас 12 арок из 4 воздушных петель. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 1 воздушная петля и в эту же арку столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, 1, 2 и столбик без накида в эту же арку. Снова 2 воздушные, 1, 2, столбик без накида в эту же арку. Вот такие 2 маленькие петелечки на одной арке. Переходим к следующей арочке. В нее провязываем столбик без накида, 2 воздушные, в эту же арку столбик без накида, 2 воздушные и еще 1 столбик без накида сюда же. В следующую арку столбик без накида и также 2 арки из 2 воздушных петель. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последние 2 арочки на арке, столбик без накида и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 24 арки из 2 воздушных петель. Вяжем 4-й ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, но не до конца. Накид, и в эту же арку еще 1 столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом. Это кластер, потому что все ножки на одном основании. А это были сплиты, потому что ножки на разных столбиках. Чем отличается кластер от сплита? Но и кластер и сплит с общей вершиной столбики. Так, далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арочку столбик без накида. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид. В следующую арку из 2 петель провязываем кластер из 3 столбиков. Первый столбик с накидом не до конца, второй столбик не до конца и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арочку столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и снова вяжем кластер из 3 столбиков с накидом в следующую арку. Провязали 4 воздушные и в следующую арочку из 2 петель столбик без накида. Так, продолжаем вязать по рисунку. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 4 воздушных и делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Соединили. 4-й ряд у нас готов. Посмотрите, какая красота у нас получается. Вяжем 5-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 4 воздушных.
1 воздушная петля подъема и сюда в эту арку столбик без накида. Вот, ближе к верхнему уголочку. Выполнили начальный столбик без накида. Накид. Теперь в следующий столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом. Первый. Накид. Сюда же в этот столбик второй столбик с накидом. И третий столбик сюда же, в этот столбик без накида. Такой веер из 3 столбиков с накидом. Далее в следующую арку из 4 воздушных, ближе к верхнему уголочку, также провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля, в следующую арку столбик без накида. И теперь в столбик без накида провязываем такой же веер из 3 столбиков с накидом. Первый, второй и третий столбик с накидом. В следующую арку столбик без накида, 1 воздушная петля, арочка наверху лепесточка, и столбик без накида в следующую арку с 4 воздушных. Так, все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний веер из 3 столбиков с накидом, делаем столбик без накида в следующую арку, 1 воздушная петля, арочка, и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 5-й ряд у нас готов. У нас получилось 12 арок из 1 воздушной петли и 60 столбиков всего разных. Так, вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в этот столбик без накида, куда мы делали соединение, в следующие 3 столбика по столбику без накида. 1, 2, 3. В следующий столбик без накида, столбик без накида. Теперь в арочку из 1 воздушной петли столбик без накида. В следующий столбик без накида, в следующие 3 столбика с накидом. По столбику без накида, в следующий столбик без накида, в следующую арку из 1 воздушной. Все, продолжаем вязать по кругу и встречаемся в конце ряда. Последний столбик в арку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. 72 столбика без накида. Вяжем 7-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4-й столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика, столбик без накида в следующий столбик. 5 воздушных. Пропускаем 3, столбик без накида. Вяжем самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 7-й ряд у нас готов. У нас получилось 18 арок из 5 воздушных петель. Вяжем 8-й ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку, 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда в эту арку. Выполнили начальный столбик без накида. Далее накид. В эту арку провязываем полустолбик с накидом. Вытянули нитку, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Выполнили полустолбик с накидом.
Далее 3 столбика с накидом сюда в эту арку. Первый накид, второй столбик с накидом и третий столбик. Накид. Теперь полустолбик с накидом сюда же в эту арку. И столбик без накида. Вот такой лепесточек. Столбик без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом, полустолбик, столбик без накида. Переходим к следующей арке и в нее также вяжем столбик без накида, такой же лепесточек, полустолбик с накидом, 3 столбика с одним накидом, второй, третий. Теперь полустолбик, сделали накид, закрыли 3 петли и столбик без накида. Еще один лепесточек провязали. Переходим к следующей арке и также, начиная со столбика без накида, провязываем в каждую арку по лепесточку, вот такому из 7 столбиков. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последний лепесток, столбик без накида, и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. 8 ряд у нас готов. У нас получилось 18 лепесточков. Вяжем 9 ряд. 2 воздушные петли, 1, 2. Теперь мы вот этот лепесток следующий отворачиваем на лицевую сторону. И вот у нас между аркой, подарочкой, 3 свободных столбика. Вот в первый делаем соединительный столбик. Вот эти 2 воздушные петли, это как бы переход, у нас вниз спускаемся. И соединительный столбик в следующий столбик. Итого 2 соединительных столбика. Подошли к среднему столбику на группе из 3. Вот у нас под каждой аркой по 3 свободных столбика. Дошли до среднего. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же, вот в средний столбик. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отворачиваем следующий лепесток. И вот у нас 3 столбика под аркой. Первый свободный столбик пропускаем. И в средний, во второй, столбик без накида. 6 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим к следующей группе из 3 столбиков. И также первый пропускаем в средний столбик без накида. Вот эти лепесточки мы пока отворачиваем на лицевую сторону. Вот так. И вяжем позади них. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Следующий средний столбик. Все, продолжаем вязать арочки из 6 воздушных петель. Последнюю арку не провязываем, пока встретимся и вместе ее сформируем. Вяжем. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 6 воздушных, и вместо нее мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид, и вершину начального столбика без накида столбик с накидом. Таким образом формируем арочку из 6 воздушных. Вот такая арка. 9 ряд у нас готов. Получилось также 18 арок из 6 воздушных петель. Вяжем 10 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Они нам заменяют начальный столбик с 2 накидами. Накид. В эту же арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. И теперь сюда же в эту арку, которую мы формировали, провязываем столбик без накида. Это у нас половина лепесточка. Этот лепесток мы довяжем в конце ряда. Переходим к следующей арке из 6 воздушных, и в нее провязываем столбик
без накида. Далее 2 столбика с одним накидом сюда же в эту арку. Провязали 2 столбика с накидом. Делаем 2 накида. В эту же арку вяжем столбик с 2 накидами. Теперь 2 столбика с одним накидом. И столбик без накида. Переходим к следующей арке и вяжем такой же лепесток. Столбик без накида, 2 столбика с одним накидом. Теперь столбик с 2 накидами. 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. И столбик без накида сюда же в эту арку. Вот такие лепесточки у нас. Все, продолжаем вязать по рисунку. Вяжем за арочки из 6 воздушных и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний столбик без накида лепесточка последнего, и нам нужно доделать первый лепесток. Также делаем столбик без накида в следующую арку и еще 2 столбика с накидом. И теперь соединяем в 4-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с 2 накидами. Соединительной петлей соединили. 10-й ряд у нас готов. У нас получилось также 18 лепестков. Вяжем 11 ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же в эту петлю, куда мы делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, отворачиваем лепестки от 8 ряда и в средний столбик. Вот у нас группа из 3 столбиков, средний столбик, провязываем столбик с накидом. Вот у нас столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом и 2 столбик с накидом в него. Провязали. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Переходим к лепесточку следующему. Вот 10-го ряда. И в него также в макушечку пропускаем столбик без накида, 2 столбика с одним накидом, и вот в вершину столбика с 2 накидами провязываем столбик без накида. Три воздушные, 1, 2, 3, накид. Теперь берем следующий лепесток 8 ряда и также в средний столбик 1, 2, 3 в 4-й. Провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. Теперь следующий лепесток 10 ряда и в него провязываем 1, 2, 3 в 4-й столбик. Пропускаем столбик без накида, 2 столбика с одним накидом и вот вершину столбика с 2 накидами, столбик без накида провязываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Давайте еще немножечко вместе. Накид. Берем следующий лепесток 8 ряда и также в его вершинку провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. Лепесточек 10 ряда и в вершину столбика с 2 накидами, столбик без накида. Вот так. Продолжаем вязать самостоятельно. Здесь мы провязываем столбики без накида, а в лепесточке 8 ряда столбики с накидом.
и все арочки из 3 воздушных петель. Вяжем. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 11 ряд у нас готов. Получилось 36 арок из 3 воздушных петель. Такая красота у нас с вами получается. Вяжем 12 ряд. Вот так, птичку на место, не хулигань. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же, в этот столбик. Вы поняли, начальный столбик без накида. Далее накид, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, арочка, и сюда же в этот столбик провязываем еще 1 столбик с накидом. 1 воздушная, 3 столбик с накидом, в этот же столбик, 1 воздушная, 4 столбик с накидом сюда же, в этот столбик, 1 воздушная и 5 столбик с накидом сюда же, в этот столбик с накидом. Итого у нас 5 столбиков, веер такой. И после последнего столбика, здесь мы арку не делаем, и в следующий столбик без накида провязываем столбик без накида. Накид, в следующий столбик с накидом провязываем также веер из 5 столбиков с накидом. 1 воздушная, 2 столбик с накидом, в этот же столбик 1 воздушная, 3, 1 воздушная, 4, 1 воздушная и 5 столбик. Провязали 5 столбиков с накидом, и в следующий столбик без накида вяжем столбик без накида. Вот так. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последний веерочек, 5 столбиков с накидом, и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 12 ряд у нас готов. Вяжем последний 13 ряд. Воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же, в этот столбик без накида, куда делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида. Далее делаем пико. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Соединяем в 3-ю петлю от крючка с соединительной петлей. И еще 1 воздушная петля для симметрии. Переходим к вееру, пропускаем первую арочку между первым и вторым столбиком, и в следующую арку между вторым и третьим провязываем столбик без накида. Снова делаем пико. 3 воздушные, 1, 2, 3. В 3-ю петлю соединяем, и еще 1 воздушная для симметрии. В следующую арку столбик без накида. И снова делаем пико. 3 воздушные, соединяем в 3-ю петлю от крючка с соединительной петлей, 1 воздушная. И теперь в столбик без накида, который у нас между веерочками, провязываем столбик без накида. Итак, у нас на каждом веере по 3 пико. Давайте еще раз вместе обвяжем. Делаем пико, 3 воздушные петли, в 3-ю петлю от крючка соединяем с соединительной петлей, и еще 1 воздушная. Пропускаем арку, и в следующую столбик без накида. Снова делаем пико. 1, 2, 3 воздушные, соединяем в 3-ю петлю, 1 воздушная для симметрии, и в следующую арочку столбик без накида.
И снова пико 3 воздушные. Соединяем в третью петлю от крючка. 1 воздушная и столбик без накида в следующий столбик без накида между веерочками. 3 пико на следующем веере сделали. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, провязали последнее пико, 1 воздушная петля и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Все, ниточку закрепляем, отрезаем, прячем хвостик. Вот такая красивая салфеточка у нас с вами получилась. Посмотрите, какая она необычная, нарядная, маленькая да удаленькая. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!